Всем привет из Одессы. Сегодня 20 апреля. Сегодня ночь была достаточно сложной, было много тревог, ну а утро было вообще страшным, потому что сегодня вместо будильника в Одесситы проснулись от достаточно громкого взрыва. Несмотря на то, что сегодня в городе было и есть тревожно, буквально сейчас только закончилась воздушная тревога, все равно сегодня хорошее, приятное событие для города. Сегодня для свободного посещения открывают Стамбульский греческий парк и, конечно же, Потемкинскую лестницу, за которой все соскучились. Поэтому ставьте нам обязательно лайки, пишите комментарии, потому что я бы никогда сегодня сюда не приехала, если бы не видео, потому что действительно это достаточно страшное место для посещения, потому что оно близко порта. А порт сейчас это очень неприятно, поэтому ждем на лайки, комментарии и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Ну что, идем показывать, как за 2 года изменился греческий парк. 2 года он был закрыт для посещения из-за войны. К сожалению, Дюк продолжает выглядеть так. Ну, будем надеяться, что скоро война закончится и снова он будет радовать всех своей красотой. Ну, а мы идем в первый парк, это Стамбульский парк. Очень давно я там не была. Была там до войны. Ну а мы спускаемся. Здесь у нас есть лестница. Здесь есть еще, кстати, лифт. Но мы пойдем по лестнице, потому что это всегда более полезно для здоровья. Сегодня сюда приехали гулять люди, потому что все соскучились за этим местом. Оно достаточно новое, оно открылось в 2017 году и с того момента радует одесситов. Сейчас за моей спиной, наверное, самая главная достопримечательность Стамбульского парка – это фонтан Грот Дианы. Очень красиво он выглядит. И когда лето, здесь жарко, то возле него, когда стоишь, здесь чувствуется такая приятная прохлада. Даже парк уже сразу посещает молодежь, и вижу первого одесского кота. Здесь сидит красивый одесский кот, и никто не может пройти мимо. Все хотят его погладить. Ой, какой красивый. Привет, котик. Зрителям привет из Одессы. Как это? В Стамбуле всегда было много котов, поэтому в Стамбульском парке без котов никуда. Ну, а мы идем дальше. В Одессе уже люди стали совершенно бесстрашными, потому что буквально недавно была воздушная тревога, но тем не менее никто никуда не убежал, и все пришли по месту, по которому очень соскучились. На территории есть такие красивые альтанки, в которых можно замечательно провести время и летом, и зимой. Но здесь кто-то сидит, поэтому мы не будем мешать и пойдем дальше. Многие зрители из-за границы спрашивали, есть ли в Одессе магнолия. Магнолия в Одессе есть, но она не в большом количестве распространена по городу, потому что это растение любит влагу, и одесский климат не совсем ему подходит. Но все же, когда она цветет, она прекрасна. Над созданием Стамбульского парка работали и украинские, и турецкие специалисты. И, честно сказать, здесь сделано все с большим вкусом и, конечно же, с душой. Потому что без души такие красивые парки создавать просто невозможно.
Поэтому, конечно же, мы благодарим за подарок, такой подарок для нашего города. Посмотрите, какая чистая и ухоженная территория. Какие красивые растения здесь высажены. Если бы еще не напряженная обстановка в городе и в Украине, все бы были еще счастливее. Стамбульский парк состоит из нескольких ярусов, но мы пройдемся по одному, наверное. Хотя нет, мы сейчас спустимся вниз, потому что здесь есть спортивная площадка. Можно заниматься на спортивной площадке с видом на море. И, конечно же, здесь Стамбульский парк не один. Рядом есть греческий парк, и мы обязательно сейчас к нему пойдем, когда посмотрим на этот. Решила, не будем спускаться. Вот там есть турники, а еще где-то с другой стороны внизу была именно спортивная площадка. Но мы пойдем в другой парк, в другую его часть, потому что мне кажется, что это будет более интересно. Я вот гуляю, и все время прибавляется людей. С утра, наверное, никого не было, а чем ближе вечер, тем больше людей. Здесь есть схема парка, чтобы вы понимали, куда можно идти. На территории парка сделали детскую площадку, чтобы пока дети играют, родители могли понаслаждаться тишиной. Здесь стоят два фортепиано, и кто умеет играть, могут красиво сыграть. Иногда вечером здесь играли очень талантливые ребята, но сейчас нет никого, к сожалению. Сейчас воздушная тревога снова, поэтому желательно уйти в какое-то укрытие. Сейчас очень страшно на самом деле, потому что сейчас я нахожусь возле порта и воздушная тревога, но посмотрев новости, то это не страшная тревога, это взлетел МиГ, это не всегда опасно для нашего города, поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Под звуки воздушной тревоги буду вам показывать Потемкинскую лестницу. Хочу сказать, что очень страшно, реально страшно. Но раз уже приехала, будем показывать. А вот она, достопримечательность Одессы, лестница, которую знают не только одесситы и туристы города, но лестница, которая является одной из самых известных лестниц в мире. 2 года ни жители города, ни туристы не могли посмотреть на местную достопримечательность. Но спасибо, сегодня наконец-то ее открыли, и здесь по ней гуляют люди. И кто-то сидит, просто отдыхает, кто-то гуляет, и снова чувствуется, что город возвращается потихоньку к прежней жизни. Потемкинская лестница уже почти 200 лет. И кто не знает, она достаточно длинная и достаточно высокая. Ее длина 136 метров. Відбій повітряної тривоги. Вот, для тех, кто не знает, ее длина 136 метров, а высота 27 метров, поэтому она не является маленькой. Лестницы мы еще сегодня поднимемся, когда будем идти обратно, а пока прогуляемся по греческому парку. Мне Стамбульский парк нравится больше, но греческий тоже по-своему интересный. Греческий парк был подарен городу от греческого предпринимателя. Поэтому, конечно же, мы благодарны за такой замечательный подарок.
Потому что когда люди созидают подобное, это не может не радовать. Сейчас закончатся все фотосессии возле фонтана, и я вам расскажу, какое значение он имеет. Это тоже подарок для города и, конечно же, в греческом стиле. Этот фонтан имеет название «Начало-начал», и в основу его произведения легла история создания жизни. Здесь, если присмотреться, можно увидеть женское лицо, а с другой стороны мужское. А все это обозначает слияние воедино мужского и женского начал, как я уже сказала, для создания и продолжения жизни. А сверху оливковая ветвь – это, конечно же, символ Греции. Фонтан имеет 7 источников и 4 ручья, которые омывают именно лики. Прекрасно, когда в городе создают такие замечательные места для отдыха. И благодаря таким местам город становится красивее и привлекательнее. Я помню, когда я гуляла еще в этом парке, когда он не был достроен, строили его достаточно долго. Ага, Эдем. Этого не было, когда я была здесь в последний раз. Это что-то новенькое. Райское яблочко. Вот там виднеются даже греческие скульптуры. И сейчас поднимемся и то вам покажем. Я, конечно, думала, что людей сегодня здесь будет больше, но из-за постоянных воздушных тревог, из-за постоянных обстрелов люди сюда боятся еще ехать, скорее всего. Так, здесь куча всего нового, которого я не помню. Вижу, это маленький фонтанчик в греческом стиле. И можно почитать, что это такое. Народження души. Народження души. В 21 году был. На территории греческого парка есть детская площадка и достаточно большая. И посмотрите, здесь сразу много людей, потому что многие приходят в парк именно со своими детьми. Красота-то какая! Здесь тоже есть высокая лестница, по которой можно подняться с парка, но и есть лифт. И это хорошо, потому что... Ага, вот лифт. Здесь можно на нем подняться наверх, на Приморский бульвар. Мне нравятся флаги, герб нашего города. Они такие яркие, красочные. Герб идеально передает, что это портовый город. Наши дорогие зрители, мы живем в Одессе, но сегодня посетили с вами кусочек Турции, кусочек Стамбула. Это Стамбульский парк. Посетили кусочек Греции. Это греческий парк. А все дальше продолжаем оставаться в Одессе. Поэтому приехать в Одессу — это посетить не только Одессу. Здесь сосредоточено много культур, много национальностей. Поэтому она такая единственная и неповторима. И, конечно же, Одессу надо беречь, и очень хочется, чтобы она всегда оставалась целой и невредимой. Видите, какая высокая лика греческого парка. И вот для ленивых лифт, а для спортивных лестница. Уже немного портится погода. После обеда обещают дождь, что зачастили к нам в Одессу дожди. Пожалуйста, можно сделать фотографию в Инстаграм и просто написать, что ты где-то в Афине. Здесь есть целая карта греческого парка. Все-таки приятно гулять по парку и видеть улыбки жителей города, взрослых, детей. Все счастливы, несмотря на то, что
я здесь нахожусь, и уже было 2 воздушные тревоги. Но что делать? Люди продолжают жить и радоваться таким мелочам, как казалось раньше, даже открытию парка. Многие зрители писали нам: покажите Потемкинскую лестницу, это же такая знаменитая лестница на весь мир. А мы говорили, не можем, потому что она закрыта для посещения. Ну, а сегодня, 20 апреля, наконец-то ее открыли, и просто все, кто туда приходит, делают фотографии. С Потемкинской лестницы раньше открывался, ну и сейчас открывается вид на морской вокзал, только раньше он был красивее, он был красочнее, а сейчас с Потемкинской лестницы можно увидеть только разрушенное здание отеля, многоэтажного отеля. Ну, я, скорее всего, не буду его показывать, потому что я не знаю, можно ли это делать, поэтому лучше не будем рисковать. Все равно в интернете много его фотографий можно увидеть. И вот смотря на такой вид, в городе тревожно. В городе все равно тревожно. Ты не старался улыбаться, и как бы ты ни старался не обращать ни на что внимания, даже вот виды, которые были раньше и были сейчас, сметают с твоего лица улыбку и заставляют переживать. Все гуляют по Потемкинской лестнице, ну и мы, конечно же, тоже должны по ней пройтись. Кстати, Потемкинская лестница сделана как оптическая иллюзия. Если смотреть снизу вверх, то она выглядит как одно целое, без пролетов. Просто очень высокая лестница. А если смотреть вниз, то видны только пролеты, и не видно, что так много ступенек. Кстати, кто не знает, то изначально по проекту на Потемкинской лестнице было 200 ступенек, но потом 8 ступенек забрали, потому что расширяли порт. И сейчас здесь 192 ступеньки. Здесь, чтобы по ней подняться, нужна физическая подготовка, потому что для ленивых это сложная дорога. Но мы не ленивые, мы будем подниматься. Первоначально из 200, но обосрались при реконструкции. Вот и здесь открывается такой красивый вид с лестницы. Как можно не любить наш прекрасный город? Я это сделала, я прошла по Потемкинской лестнице, по которой не гуляла уже больше 2 лет. И я очень счастлива, действительно, що її відкрили для свободного посещення. І очевидно, chcemy przekazać duże pozdrowienia do naszej kochanej Polski. W Polsce spotkałyśmy wielu wspaniałych ludzi. Chcemy przekazać duże pozdrowienia jeszcze do Szczecina. Drogi Macieju, dziękujemy Ciebie serdecznie za wszystko. I ja, i Renka, i jeszcze wielu Ukraińców. Jesteś niesamowitą, dobrą i wspaniałą osobą. Więc pozdrowienia z portowego miasta Одесса до самого Szczecina. Конечно, я вот сейчас прошлась по Потемкинской лестнице и подумала о том, что раньше мы совсем не ценили то, что у нас есть. Но война многому нас научила, и теперь я уверена, что многие люди начинают радоваться даже таким событиям, как открытие Стамбульского парка или Потемкинской лестницы, радоваться каждой минуте своей жизни и больше ценить то, что у нас есть, ценить больше наш город, ценить больше время, которое у нас есть, и быть за все благодарным. Поэтому я желаю всем хорошего дня, тихой мирной ночи, хорошего настроения, несмотря на то, что в стране очень тревожно. И, конечно же, берегите себя и своих близких. До встречи в следующем видео.